Смотрите, у меня получается вот она, талиевая выточка по переду, талиевая выточка по спинке. Это я уже полностью вырезала по линии. Выточка плечевая по спинке. И нагрудную выточку с припуском 0,5 я вырезала совсем, потому что она у меня достаточно большая. Теперь нам нужно перенести наши выточки на другую сторону. Можно, конечно, перевернуть нашу выкройку, приложить бумажную выкройку, то есть перевернуть наши детали, приложить бумажную выкройку и перенести снова. Но можно сделать немного проще. Берем булавочки. Вот так я просто протыкаю центр выточки, вершину выточки, края выточки. То же самое делаю по талиевой выточке, по спинке. Протыкаю вершины выточки внизу, вверху. Края выточки по линии талии. Видите, я линию талии тоже отметила. И то же самое делаем на полочке. Переворачиваем выкройку и по булавочкам прорисовываем выточки. Вы, возможно, не увидите, потому что у меня ткань светлая, булавочки тоже светлые. Ну, то есть не увидите. Значит, смотрите, вот она моя нижняя выточка, то есть точка, булавочка. Вот она верхняя булавочка. Вот она у меня боковые булавочки. Я просто вот так соединяю сейчас эти точки, и у меня выточка готова. То же самое здесь. Вот она булавочка, вот булавочка, вот булавочка и вот булавочка. Ну и то же самое по плечевой выточке. Вот они мои булавочки. Булавочки можно убрать, можно сразу прорисовать. В принципе, это не столь важно. Если вам булавочки не мешают, можно прорисовать сразу с ними, а потом уберем уже. Готово. Убираем булавочки. И для начала мы будем с вами сшивать выточки. Сначала я, конечно же, скалываю. Возможно, вам будет удобнее сметать выточки. Я буду скалывать и сшивать. И еще посерединке, который идет шов, вот у нас идет две половинки спинки, и посерединке у нас также будет выточка. Ну, мы ее разрезали, чтобы выточка у нас была красивой и ровной. Этот шов посерединке можно обработать следующим образом. Каждый срез левой и правой половинки спинки можно обработать отдельно на оверлоке, а потом просто сшить между собой прямой строчкой и разутюжить. Можно, в принципе, сшить сразу, вот так сразу вместе на оверлоке, сделать рядом закрепочную строчку, как я уже говорила, примерно от оверлочной строчки 2-3 мм, и заутюжить на одну сторону. Я, наверное, не буду заморачиваться в этой модели и делать в разутюжку этот шов. Я сделаю одним швом. Обычно делают блузочки с таким, то есть со швом по спинке, и вот здесь делают капельку, да, то есть вот здесь делают разрез. Тогда, конечно, необходимо делать этот шов в разутюжку. Но у меня здесь разреза не будет, это у меня просто рубашка, поэтому я буду сшивать вместе. Итак, я сейчас скалываю полностью вот так от верха, от вершины до вершины выточки. И обязательно смотрю, чтобы у меня стороны выточки совпадали. То есть вот здесь прокол булавочки и здесь прокол булавочки должны совпадать.
Обязательно каждую булавочку мы проверяем. Поэтому я сначала в любом случае скалываю булавочками, а уже после этого можно и сметать нашу выточку. Но я уже сметывать не буду, просто говорю, что вам будет так удобнее, если вы новичок. Так, булавочки склеились. Каждую булавочку вот так проверяю. Если не сходятся линии, значит поправляю. Так. То есть, смотрите, я сейчас сколола вершины выточки, сколола серединку. Далее от серединки иду вверх скалывать потихонечку, вот так по булавочкам. И иду вниз скалывать, ну то есть по линии. И каждую булавочку, я уже повторяюсь, проверяю, чтобы у меня проколы были булавочки в одном месте. То есть, если я здесь по линии прокалываю, то и с этой стороны она должна идти по линии. Так, одна выточка у меня готова. То же самое я делаю с плечевой выточкой. Она у меня достаточно маленькая, поэтому я края выточки не закругляю. Если у вас выточка большая, ну, допустим, больше 2 сантиметров, тогда вам лучше, конечно, края закруглить, так как я показывала на выточке нагрудной. Все, у меня выточка маленькая, она практически незаметна. Значит, одна спинка, одна половинка спинки у меня сколота, готово. То же самое я делаю с другой половинкой спинки, я уже показывать не буду. И то же самое я делаю с полочками. Но на полочке у меня нагрудная выточка вырезана. То есть я решила ее вырезать, потому что она у меня достаточно большая. У меня раствор выточки нагрудной 8 сантиметров. Поэтому я ее вырезала, оставила припуск 0,5. Покажу сейчас, как я буду ее скалывать. Точно так же от вершины. Можно, в принципе, не от вершины, а от срезов боковых. Кто-то говорит, что есть правила особые. Но я обычно не придерживаюсь этих правил. Как мне удобно, так я и шью. Главное, чтобы у меня нигде ничего не перекосило. И вершина выточки осталась на вершине. Здесь, если вы все правильно вырезали, допустим, если вы вырезали так же, как и я, да, с припусками 0,5 с каждой стороны выточки, то уже не обязательно просматривать на другой стороне, чтобы совпадали эти линии. Вот она моя выточка. Я ее вырезала немного с закругленными краями, где у меня полочка, сейчас покажу, да. Немного закруглила края. Прям совсем чуть-чуть. Вот прям вот так вот, как галочкой вот так вот. Поэтому у меня выточка не будет сильно вот здесь топорщиться, где вершина. Вот так будет виднее. Вот здесь она у меня не будет топорщиться. И будет лежать красиво. Теперь я скалываю точно так же маленькую талиевую выточку по переду. Так же, как и остальные выточки. Проверяю обязательно прокол, чтобы у меня был прокол и с одной, и с другой стороны прям по линии нарисованной. Одну вершину скалываю, вторую вершину скалываю, далее серединку. Смотрю, чтобы у меня прокол был на месте. Так, и теперь между вершинами и серединкой. И то же самое делаю на другой стороне, на второй половинке полочки. Я уже показывать не буду, я показала, как я сколола спинку, полочку, вторую спинку и вторую полочку я уже буду за кадром скалывать. Итак, машинку заправили, настроили все строчки. У меня настроена на прямую строчку. Я настраиваю на длину стежка 2,5 мм, тоненькая ткань. И середина иголочки, то есть иголочка на середине лапки.
Выточки начну сшивать со спинки. У меня есть метка начала выточки и есть метка конец выточки. То есть мы сейчас иголочку вводим прямо вот здесь вот в меточку начала выточки. И очень-очень аккуратненько, я сейчас вытаскиваю булавочку, очень аккуратненько мы с вами начинаем нашу выточку. Несколько стежков, буквально 2-3 стежка, делаем закрепку, тоже обязательно. И строчим прям по строчке, потихонечку вытаскивая булавочки, застрачивая выточку. Доходим до, вот она меточка, конец выточки. И точно так же делаем закрепку. Вперед-назад. Ну, раза 2-3 хватит. То есть вперед, назад, вперед. Этого достаточно будет. Но кроме этого я все равно делаю еще узелочки на конце выточек. Ну так, на всякий случай. Кстати, не сказала, ручка у меня специально для ткани, и она исчезает от пара утюга. Иногда, если пар слишком слабенький, то она может быть на холоде восстанавливаться, да, то есть цвет ее восстанавливается. Но после стирки в горячей воде она уходит 100% и окончательно. Поэтому я не боюсь, что у меня что-то останется. И точно так же я просто сейчас застрачиваю каждую выточку. Не забываю о закрепках. Для обработки выточки нагрудной я сделала самый узенький стежок на оверлоке. Точно так же обрабатываю выточку и на второй полочке. Все выточки сшиты, включаю парогенератор.